Всем привет! Вы смотрите «Взгляд с трибуны», и сегодня я приехал в графство Кент, в городок Дартфорд, где одноименный местный клуб, который вы уже могли видеть у меня на канале, в рамках полуфинала плей-офф за промоушен в 6-й английский дивизион National League South сыграет с моей local team Cray Valley Paper Mills. Так что пробиваю важнейший выезд сезона, настраиваюсь на максимально позитивный лад. Ну и вы, конечно же, заранее ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании видео. Вот вам QR-код для этого. Ну и погнали. Нас ждет Дартфорд, Cray Valley. Будет интересно. Вообще Дартфорд сложно назвать живописным и интересным для туриста городом. Это город в первую очередь промышленный. Здесь на протяжении столетий развивалась цементная, деревообрабатывающая промышленность, а нынче это крупнейший транспортный узел. Но все-таки кое-что симпатичное здесь есть. Во-первых, вот такая хай-стрит городская. Сейчас все, видите, украшено ленточками с георгиевскими флагами, потому что недавно был День Святого Георгия. Ну и на этой улице есть несколько симпатичных пабов, в один из которых мы обязательно зайдем. Помимо этого, Дартфорд примечателен тем, что на его ЖД-вокзале встретились основатели группы Rolling Stones, Кит Ричардс и Мик Джаггер. Этому, во-первых, посвящена памятная табличка на платформе. Ну и, конечно же, на хай-стрит города возвели вот такие бронзовые скульптуры музыкантов. На мой взгляд, одним из самых живописных пабов Дартфорда является The Royal Victoria and Bull, который может похвастаться историей, уходящей корнями куда-то вглубь 14 века, когда на этом месте появился постоялый двор. Современное здание паба датировано 1703 годом и на протяжении 3 последних столетий неоднократно добавляло к своим прямым функциям еще и роли площадки для торговли скотом и зерном. Поначалу кажется, что ты оказался на каком-то рынке. Вот только вместо центрального прилавка здесь стоит массивная барная стойка, а вместо лавок торговцев помещение, где можно максимально комфортно пропустить пинту-другую. На стенах здесь висят и картины, и какие-то исторические фотографии Дартфорда, и даже футболки местной команды с автографами игроков. Так что куда еще, как не сюда, я мог зайти в ожидании важнейшего для Cray Valley матча. Кстати, о пабах Дартфорда я уже рассказывал у себя в телеграм-канале. У меня есть там посвященная этому специальная рубрика, так что если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Я рассказываю о пабах всего мира и делаю это в максимально интересной и живописной форме. Но около стадиона, конечно, подзабито. Даже для парковки нет мест. Сразу вспоминаю свой первый поход на домашку Дартфорда. Тогда они в рамках Кубка FA Trophy бились со своими, наверное, самыми главными ненавистными соперниками, с Эпсфилд Юнайтед. Сегодня, я понимаю, ажиотаж тоже сумасшедший. Почему, я расскажу совсем скоро. Ну а пока что идем на стадион. Итак, клубный магазин Дартфорда, конечно же, я не могу в него не зайти. Расположен также на углу стадиона. Ну и в этот раз встречает хорошим ассортиментом футболок. Все от Пумы, в которой они играют. Футболки полиэстровые. Ну и сейчас стоят они вместо 20 фунтов 15. Конец сезона распродажи. Есть ветровки, есть гостевые комплекты формы, есть худи. Есть просто стильные футболки, вот, например, 10 фунтов The Darts, кстати, тоже Puma. Все футболки, видите, по десятке, хорошая цена. Свитшоты, тоже пумовские, вместо 30 за 20 можно взять. Поло детские, есть пуховики. Ну, в общем, видите, в принципе, для нон-лиги очень даже неплохой ассортимент. Есть шапки, перчатки, даже галстуки. Вот цены 12 фунтов, 10 фунтов за шапки, все шарфы по 12. Есть значки. В прошлый раз я покупал, идут по 3,5 фунта. Ну и магниты, стикеры, кружки. В общем, такой стандартный, неплохой ассортимент. Конечно же, есть программки, идут по 2,5 фунта. Я обязательно одну возьму. Ну и, наконец-то, пойду на сектор. Прекрасный, конечно, комбо у нас здесь. Дартфорд FC, внизу Cray Valley. Все знакомые лица. Come on, Valley.
Конечно же, здесь есть бар, я уже показывал, довольно-таки просторный бар с окнами, выходящими на поле. И в иных условиях, наверное, можно было бы здесь сказать, что отсюда классно смотреть футбол, но есть одно обстоятельство, которое ставит крест на таких желаниях. Вот эти шторы опускаются со стартовым свистком, и, собственно, матч посмотреть здесь совсем не получится. Важнейший матч сезона для Краевеля начался. Ну и не успели мы обустроиться на одной из завороток, как по нон-лиговой традиции. Пришлось заворотку поменять, ибо Краевели атакуют в противоположные отсюда ворота. И, соответственно, что фанаты Дартфорда перемещаются сюда, что мы идем на их заворотку. Come on. Краевели выходит вперед в минуте на 10-й. Даже на 7-й. Вот это начало. Коротко о формате плей-офф. Команды, вышедшие сюда, сначала играют по одному полуфиналу, то есть никаких ответных матчей. Если в основное время ничья, то дальше дополнительное время и серия пенальти. Ну и дальше выходит в финал, тоже состоящий из одного матча. Все игры проходят не на каких-то нейтральных локациях, а банально на стадионах клубов, занявших по итогам сезона более высокие места. И саппорт на гостевом секторе сегодня достойный. Видите, столько народу на матче Краевели я видел, наверное, только когда играли против Чарльтон Атлетик, просто под завязку сектор. А в плане качества поддержки, вот уже второй визит сюда на Принцесс Парк. Действительно удается. Болельщики Краевели оказывают команде отличную поддержку вне зависимости от своей численности, за что им, в скобочках, нам огромный респект. Ну и вот такое новшество у нас на секторе — барабан. Его никогда не было на матчах Краевели, теперь появился. Посмотрим, насколько это событие разовое или появится уже на более регулярной основе в следующем сезоне. Ждать недолго. Если это поможет уровню поддержки, то я всеми руками за. Такой здесь еще один бар есть.
большой, просторный. Кстати, я говорил, что закрывают окна. Нет, сегодня ничего не закрывают, все на месте, все открыто, можно смотреть матчи. Можно любоваться трофеями Дартфорда. Можно даже смотреть абсолютно другие матчи. Ман Юнайтед, Челси, пожалуйста, сейчас здесь идет. Но все смотрят футбол, конечно же, куда важнее сегодня то, что происходит на поле, нежели на телевизоре. А вот такая атмосфера на секторе в начале второго тайма, когда Вэлли забили второй мяч. 2-0 в гостях с Дартфордом. Ну, не праздник ли это? Конечно, праздник. Так что отметим его пинтой Эля за 5 фунтов. Я уже сказал, что игра очень важна для обоих клубов. Ну, понятно, это плей-офф, это полуфинал, но здесь есть еще и некие подводные камни. Дело в том, что в нынешнем сезоне Крейвели впервые в жизни поднялись в 7-ю лигу, и сейчас у команды есть все шансы оказаться в лиге 6-й. А Дартфорд, наоборот, предыдущие несколько сезонов как несколько. Дартфорд же, в свою очередь, предыдущие много сезонов провел в National League South, в 6-м дивизионе Англии. Причем проводили они их очень даже успешно. Сезоны 21-22 и 22-23 команда выходила в плей-офф. Были близки к выходу в National League, но каждый раз их жало фиаско. А по итогам сезона 23-24 команда взяла и вылетела в Eastern League Premier Division. И, конечно же, сходу их посчитали главным претендентом на промоушен. Они начали очень бодро, потом немножечко забуксовали, но концовку сезона они провели очень мощно. Они очень долгое время шли на первом месте, и все были уверены в том, что Дартфорд напрямую возвращается в National League South. Но перед последним туром аж у 3 команд было по одинаковому количеству очков, по 84. Но Дартфорд свой последний матч проиграл. А в итоге первое место занял футбольный клуб Хоршем, который в последнем туре просто разнес своих соперников в пух и прах 5-1. И как раз благодаря 5-му мячу занял первое место, опередив Белерики по количеству забитых мячей и отправив Дартфорд в стыке с Крейвели. И чуть третий не забили, было очень близко. По текущем сезоне Крейвели я в целом собираюсь выпустить мини-сериал, потому что сезон неординарный, команда еще никогда не играла на таком высоком уровне. И если говорить коротко, то, конечно же, Мельники превосходят все ожидания. Но это будут совсем другие видео, совсем другая история. И чтобы их не пропустить, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал. Я не понимаю, что происходит на том конце поля, но только что ворота Крейвели поставили пенальти и дали еще и красную игроку. Что-то какая-то дичь начинается за 20 минут до конца матча. Кстати, чтобы вы понимали еще уровень важности данного матча, его транслируют, сегодня работают камеры, сегодня вовсю идет телетрансляция, и матч показывают в баре на стадионе Крейвели, на Arctic Stadium. То есть те, кто не смог поехать сегодня на стадион Princess Park в Дартфорд, могли пойти на домашнюю арену клуба и посмотреть вот это наинервнейшее противостояние там. Вообще, если говорить о моей любимой теме походов на каждый матч, ну, особенно когда я не переживаю так, как сегодня, а именно о поддержке, то
от фанатов Дартфорда я ожидал большего. В прошлые разы, когда я видел эту команду, их сектора были намного бодрее. Я не знаю, что случилось с ними сегодня в такой важной игре, но факт есть факт. Заворотка Дартфорда очень молчалива. Крайвели намного круче, чем Дартфорд. Последние 40 секунд матча. Эмоции, нервы, конечно, просто на пределе. В последних секундах судья ставит какой-то сумасшедший опасный штрафной в ворота Крайвеля. Просто чтобы вы понимали, уже основное время закончилось, добавленное закончилось. Последние секунды вот этот штрафной у ворот Крайвеля. Фух. Надеюсь, он закончится так же, как закончился он в матче Сант-Андреу и Европы. Нет. Дартфорд сравнивает. На последних секундах добавленного времени 2-2. А в начале овертайма Дартфорд забивает третий мяч. 3-2 в пользу Дартфорда. И 4-2. Не унываем, пусть счет не в нашу пользу, и скорее всего мы остаемся в премьер-дивизионе из низкой лиги, но команда добилась, и за это ей огромный респект, как и в принципе огромное спасибо за этот крутой сезон. До конца 3-4 минуты, но 4-3. Еще в игре. Кона! На этом все. Мы уступаем в полуфинале, дальше идет Дартфорд. В любом случае, ничего плохого не могу, просто не имею права сказать в адрес команды. Парни просто превзошли все ожидания. Парни сыграли в плей-офф и бились очень достойно. Конечно, в любом случае после финального свистка нельзя не поблагодарить команду, игроков. Они бились, они играли, они провели отличнейший сезон, за что им огромное спасибо.